Друзья, добро пожаловать на наш семейный канал Trip Life Family. Сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по Кении, стране с потрясающими пейзажами, богатой культурой и невероятно дикой природой. В сегодняшнем выпуске вас ожидает сафари в национальных парках Кении, знакомство с древним племенем Масаи, посещение самого дорогого и знаменитого отеля Кении, а также посещение второй по популярности страны Африки – Танзании. Удастся ли нам увидеть большую африканскую пятерку сафари? Оправдает ли ожидания нашумевший отель Кении? И увидим ли мы гору Килиманджаро в Танзании? Все это и не только сегодня в нашем выпуске. Друзья, приветствуем вас из Кении. Эмоции просто невероятные. Не знаю, как вам, а нашим жирафам очень вкусно. Надеюсь, вам будет очень интересно. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и приятного вам просмотра. Республика Кения – независимое государство на африканском континенте. В прошлом это британская колония, обрела независимость в 1963 году. Официальные языки тут английский и суахили. Эта восточноафриканская страна уникальна во многом. Одна ее часть находится в северном полушарии, другая в южном, и вы одновременно можете побывать и в зиме, и в лете. В центральной части страны, где располагается большинство национальных парков, климат очень ровный, без больших сезонных колебаний, с температурами от 21 до 26 градусов круглый год. Здесь не бывает ни жары, ни холода. Собственно, вся страна – это огромный национальный заповедник, в котором во всем разнообразии представлен богатейший мир Африки, находящийся под охраной государства. Львы, слоны, жирафы, леопарды, крокодилы, гиппопотамы, гепарды, буйволы, антилопы. Этих и многих других животных можно наблюдать во время сафари в их естественной среде. Восточное побережье Кении омывается водами Индийского океана, где песчаные пляжи и жаркое солнце ждут туристов круглый год. Центром кенийского морского курорта по праву считается Момбаса. Движение в стране осуществляется по английскому образцу, то есть левостороннее. Все дорожные знаки, указатели и разметка соответствуют международным стандартам. Для посещения Кении в целях туризма путешественникам необходимо получить электронное разрешение на поездку. Как же добраться в Кению? В Кении вообще 5 международных аэропортов, но самый главный и единственный, куда приезжают все туристы, чтобы посмотреть сафари и посетить эту великолепную страну, это аэропорт Найроби, международный аэропорт Джомо Кеньятты. Это аэропорт в честь первого президента страны. Именно сюда летает Катар, Эмирейтс, Туркиш, Бритиши, ну и, конечно же, КЛМ Air France. Именно эту авиакомпанию мы и выбрали. В Кению также часто летают и чартерные рейсы с различных городов Европы. С Варшавы тоже был такой, но цена и время прилета нас не устраивали. И мы выбрали для себя Air France туда и КЛМ назад. Да и прилетают они не за полночь, а вечером, что также было нам на руку. Полет Варшава-Париж занимает 3 часа. И дальше после 2-часовой стыковки нас ждал 8-часовой полет в Найроби, столицу Кении. Несмотря на то, что Кения находится всего в 2-часовых поясах дальше от Варшавы, я очень боялся, что у нас будет сильнейший джетлаг и большая усталость. Но, слава богу, я ошибался. Оказавшись уже в отеле в 11 вечера, мы были в предвкушении завтрашнего дня, так как утром нас ждала наша первая экскурсия. Друзья, приветствуем вас! Сегодня у нас официально первый день в Кении, и мы начинаем его с сафари. Мы приехали в национальный парк, и я хочу вам показать, какую мы машину решили взять для прогулки. Вот такого вот плана. Есть, конечно, у них такие джипы полностью открытые, но так как мы с детками, мы решили взять более безопасный вариант, но мы так посчитали. В принципе, тут все безопасно, ну реально безопасно. Но если с детьми, лучше все-таки вот брать вот такой вот. Видите, тут окошки закрыты, вверх поднят. И мы с Ромчиком будем снимать именно оттуда, с крыши. Да, на самом деле очень безопасно, что тетя стоит на входе с автоматом. What this? It's for lion. We can see lion today. Or giraffe. Это единственный город в мире, который может похвастаться подобным национальным парком прямо на своей территории. Буквально в 8 километрах от центра города живет множество диких животных и птиц. Парк занимает территорию в 117 тысяч квадратных километров. Национальный парк Найроби – уникальная экосистема и единственная охраняемая территория дикой природы, размещенная прямо в столице. В парке обитают многие знаковые африканские животные, среди которых есть даже редкие черные носороги.
Кроме этого, в Найроби водятся львы, леопарды, гепарды, гиены, буйволы, жирафы, зебры, антилопы и 400 видов разнообразных птиц. С самого парка видна панорама города, что обещает посетителям весьма экзотические фотографии животных, гуляющих на фоне небоскребов. Возможно, у вас возникнет вопрос, а как же животные не заходят в город? С 3 сторон национальный парк Найроби граничит с городом. Во избежание чрезвычайных происшествий парк ограничен забором под электричеством с тех сторон, где он выходит на город. Но с южной стороны парк не огорожен ничем, собственно, что и позволяет животным свободно перемещаться по саванне в поисках пастбищ и иных интересных им мест. Существуют различные правила национального парка, чтобы гарантировать, что туристы смогут наслаждаться своим посещением, не подвергая опасности себя или дикую природу в парке. И вот самые основные из них. Вождение в парках разрешено только с 6 утра до 6 вечера. У животных всегда есть право на дорогу. Никогда не кормите животных, это нарушит их диету и приведет к ненужной зависимости от людей. Музыкальные проигрыватели запрещены. Не имитируйте звуки животных, не хлопайте или стучите по транспортному средству, это запрещено. Не бросать предметы, чтобы привлечь внимание животных. Не мусорить и ни в коем случае не курить. Горящая сигарета может вызвать лесной пожар, который нанесет ущерб растительности и страдания для дикой природы. Все посетители должны оставаться в своем автомобиле в пределах 200 метров от любого животного. Наша экскурсия началась в 6 утра и продолжалась до 12 дня. За этот период мы успели вдоволь насладиться сафари, наесться пыли, да, не без этого. Будьте готовы, что потом придется отмывать все от пыли. Но это все мелочи по сравнению с тем, что вы увидите. Лично мы увидели всех животных, которых хотели, и счастливо отправились в отель. Далее нам нужно было арендовать автомобиль, чтобы свободно, самостоятельно перемещаться по Кении. А сейчас прямо квест. Нужно найти компанию арендную. Не знаю где, не знаю какую. Арендовали авто, компания Ride Cars. Когда начали смотреть офис, а офис только в Лондоне. И вот теперь нужно найти. Ну, заказал Uber. Кстати, Uber здесь очень интересный. Смотрите. Оба! Вот на вот этой машиночке меня и повезут. Так, а еще оказывается, вот на такси нельзя проехать в аэропорт. Вот у нас аэропорт. Вот. И все, не разрешает. Вон стоит дяденька с оружием. Пройти нужно обязательно через скан. Вот такая вот отдельная очередь. Неважно, что вы на машине, вы обязаны вот здесь вот пройти вместе со всеми, отсканироваться и только потом отправиться дальше в аэропорт. Ну что ж, сканирование мы прошли, и дальше вот, пожалуйста, всех подбирают машинки. Вот эти все маленькие, это все Uber. You see this company just only South Africa? Приключение продолжается. Водитель посмотрел и говорит, что, ребята, вы забронировали машинку в компании, которая представлена только в ЮАР. Вот так вот. Поэтому, не знаю, то ли нас кинули, то ли нас кинули. Так, вот я вижу здесь вон компания Авис. Вот чего было не в Ависе машинку арендовать, а? Короче, приятные ребята решили помочь. Meeting in the airport arrival zone. Just here. Yeah. Today in 12. Что, какие бы ребята оказались недоброжелательные, помочь мне никто не помог. Компанию такую не знают. Бронирование все оплачено, поэтому стоим, ждем 20 минут, ждем 12 и дальше будем понимать, кто кого кинул. Так, кто захочет приобретать интернет, карточки, ну, сим-карточки, да, в Кении, вот, пожалуйста, их прайсы. Грубо говоря, считайте, меньше $5, вы получаете 6,5 гигабайт. Это дешевле, чем Айрала, дешевле, чем даже предлагает Киевстар, который, честно говоря, здесь
работает очень плохо. Поэтому даже сам подумываю, чтобы приобрести себе вот эту карточку. Ну, друзья, наша Санта-Барбара продолжается. Только я арендовал машину, все, но не успел еще передать деньги, является наш молодой человек. Вот он является и говорит: здравствуйте, я Ride Cars, вот ваша машинка, она вас ждет, все, пожалуйста. Поэтому, друзья, 55-я аренда машины произойдет. Счастливые, что все с машиной разъяснилось, мы отправились путешествовать дальше. И теперь наш путь лежал в самый популярный отель Кении. Наверное, эту часть путешествия именно я ждала больше всех, так как этот отель был в моем списке желаний около 4 лет. Я сейчас плакать буду, честно. Это просто, вот знаете, картинка с Пинтереста жила. Реально. Я это все видела, конечно, но вживую это просто словами не передать. Да, это тот самый популярный отель «Жираф Манор», где завтракают с жирафами. Цена за номер стартует в этом году от 2600 до 4600 евро и колеблется в зависимости от количества жильцов и дополнительных опций в номере. Отель пользуется безумной популярностью, даже несмотря на высокие цены. Забронировать тут номер крайне сложно. Лично мы бронировали номер за полгода, и мне до сих пор не верится, что сейчас мы находимся тут. В отеле вас встречает менеджер, знакомит с правилами отеля, показывает ваш номер. Заселение тут с часу дня, и вы еще успеваете попасть на обед. Что касается питания, тут завтрак, обед и ужин включены в стоимость, и также включены различные напитки в неограниченных количествах. Очень интересные и вкусные блюда, все остались в восторге. Ну а теперь давайте немного расскажем вам историю этого отеля, кто же основал эту невероятную усадьбу. Что вы думаете, когда слышите такое выражение «Макинтош»? Кто-то, наверное, первое подумает о компьютерах, которые делал Apple в свое время. Кто-то подумает о знаменитых плащах Макинтош. А на самом деле Макинтош – это еще знаменитый клан, такой как Рокфеллеры, Ротшильды. И вот этот клан всегда любил вкладывать деньги в недвижимость. В основном это была недвижимость на Британских островах, чаще всего Шотландии. И вот в 1930-х один из членов семьи Макинтош решил построить на этой земле маленький охотничий домик. Ну, естественно, в шотландском стиле. И вот этот домик, который мы сегодня с вами наблюдаем, это знаменитый отель «Жираф Манор». Но он не сразу стал таким знаменитым, потому что, как любой из замков Макинтош, через 30 лет он пришел в упадок. Сегодня, если посмотреть, практически все замки Макинтош так или иначе, в таком себе плачевном состоянии. Некоторые даже вообще заброшены. И с этим замком была бы та же проблема, если бы не оно. Данным зданием заинтересовалась семья Лесли Мелвилс. И вот это семейство решило выкупить этот домик. Но не только решило выкупить этот домик, а также решило выкупить землю вокруг дома, потому что они узнали, что именно здесь знаменитые обитают жирафы, о которых мы поговорим чуть позже. Они, чтобы спасти этих жирафов, решили выкупить также эту землю. А вот уже знаменитость или правильно сказать, наверное, отель сделать в этом домике решил их сын Рик. И именно он посчитал, что а почему бы не приезжать сюда людям, кушать и в этот момент кормить жирафов. И именно он решил здесь сделать маленький отельчик «Жираф Манор». На сегодня уже это семейство не владеет этим отелем. Сегодня владеет это уже глобальная корпорация, которая держит не один, по-моему, около 5 отелей по всей Кении, и в парке Масаи-Мара, и на севере в других парках. Но знаменитым первыми его сделали вот это семейство. Сейчас на часах 5 часов, и мы не зря собрались такие красивые. Сегодня у нас будет чаепитие с настоящими жирафами Ротшильда, и мы их уже видим, это просто невероятно. Ровно в 5 вечера всех гостей отеля приглашают на чаепитие. Это первая встреча с жирафами.
Я не могу передать эмоции, когда вы видите, как из-за деревьев начинают приходить один за одним жирафы. Самостоятельно в 5 вечера они уже стоят возле отеля и ждут, когда их начнут угощать. Жирафы милые и дружелюбные, сами идут на контакт, но все равно будьте аккуратны, как бы там ни было, это дикие животные. Поэтому за каждой комнатой обязательно закреплен дворецкий, который сопровождает вас по территории, следит за безопасностью, подает корм и помогает сделать те самые красивые кадры. Друзья, после такого прекрасного чаепития, у кого-то, конечно, просыка пития, я вам хочу показать наш номер. Начнем, наверное, с этого комплекса. Это такой более тихий, видите, удаленный комплекс, потому что нам нужен был номер на 4 человека, поэтому нас заселили сюда. Идемте, быстренько я вам покажу. Тут вот такой прекрасный холл. Кстати, все напитки включены. Можно пить, что хочешь. Идемте дальше. Кстати, завтра, из-за того, что мы находимся в этом комплексе, мы будем завтракать вот здесь. И если нам очень повезет, то сюда просунет голову жираф. И мы тоже с ним позавтракаем. Ну, а теперь непосредственно сам номер. Мы, конечно, знаете, не как все вот эти вот инстаграмные блогеры, вылизанная картинка. Показываю, как есть. У нас 2 деток, так что там уже немножечко беспорядок. Прошу. Это наш номер на 4 человека. Кровать вон там, 2 этаж. Ну, Роман показывает вам еще 1. Вот 2 этаж. Детки будут у нас там спать. Вот так. И что я вам хотела еще, естественно, показать. Вот эти, знаете, мельчайшие детали. Просто настолько все продумано. Даже посмотрите на вот эти чашки. Ну, это же мило, правда? Идемте в ванну. Потому что тут тоже все настолько продумано. Тут даже, ребята, даже соль положили. Если хочешь принять ванну, пожалуйста, с ложечкой насыпь себе соль. Короче, замечательно. Эти маленькие умывальнички, все настолько просто прекрасно. Это лучший день! Утро в Жираф Манор – самое ожидаемое время. Уже в 7 утра жирафы гуляют по территории и заглядывают в окошки в ожидании, когда же их накормят. На завтрак столики распределены рандомно. Вы приходите, видите табличку с названием вашей комнаты на конкретном столике. Не все они у окна. Поэтому завтрак проходит так. Сначала вы кормите жирафов, забиваете память телефона кучей снимков с этими красавцами и, насладившись вдоволь общением с жирафами, садитесь позавтракать сами. Знаете, что мне очень понравилось в отеле? Что так как семей немного, абсолютно всем хватает времени общения с жирафами. Нет вот этого ощущения, что очередь поджимает и тебе дышит затылок. Есть определенные 2 часа вечером и утром, и тебе их полностью хватает. На территории 9 жирафов, и каждый занят своей семьей, поэтому все посетители всегда остаются довольными. И еще, кроме жирафов, попрошу заметить, на территории много диких кабанчиков. Вот их точно трогать нельзя и близко подходить, они сами по себе. Просто наблюдайте. Сейчас хотим вам рассказать самое главное, что за такие интересные жирафы и чем они особенны. Ребята, здесь находятся те самые знаменитые жирафы Ротшильда. У них, в отличие от обычных жирафов, не 2 рожек, а аж целых 5. Вот спереди 1 и сзади еще 2. Вот эти 5 рожек и есть жирафы Ротшильда. Ну, назвали их как раз в честь тех самых знаменитых Ротшильдов. У одного из первых, Натана, был сын Алан. Он помимо денег любил бабочек и жирафов. Папа, я не могу. И вот именно он Я боюсь. описал первым в начале 20 века вот этот вид. И всего в мире встречается около 700 таких жирафов. А здесь, в Жираф-Маноре, по-моему, их 9 штук. Поэтому их очень-очень мало. На 150 тысяч всего лишь 700 таких жирафов по всему миру. Но вот этот жираф меня поразил больше всего. Вы только посмотрите, какой он огромный. Взрослые особи жирафа вида Ротшильд достигают длину до 6 метров. Этот либо 6 метров, либо больше. Его зовут Эд, ему 13 лет, и меня сразу предупредили, что такой ест много. И по 1 штучке тут не проканает, только полную ладонь корма. Невероятный красавец.
Я таких, честно, никогда не видела, и пересматривая видео, мне казалось, что его сгенерировал искусственный интеллект. Друзья, я хочу подытожить и сказать, оправдал ли этот отель «Жираф Манор» наши ожидания. Оправдал на все 100% и даже больше. Это было просто незабываемо. Это такие эмоции, которые, знаете, останутся с вами на всю жизнь. Вот так вот повзаимодействовать с жирафами, позавтракать с ними, погладить их, понаблюдать за ними в естественной среде, это было просто фантастически. Очень приветливый персонал, было безумно вкусно, было, знаете, вот так вот по-семейному. Я от души рекомендую вам посетить этот отель. В гостях, как говорится, хорошо, но пора и честь знать. Выселение тут строго в 10 утра. Это был потрясающий экспириенс в нашей жизни, который мы запомним точно на всю жизнь. А далее нас ждала долгая дорога на новую локацию. Из-за плохих дорог и большого трафика многие туристы, да и местные, предпочитают малую авиацию. В Кении много маленьких аэропортов, находящихся прямо в национальных парках, но нам же захотелось опробовать наземный маршрут. Несмотря на живописные пейзажи и богатую культуру, состояние инфраструктуры оставляет желать лучшего. Ямы, ухабы и недостаток асфальта делают поездки по стране настоящим испытанием, а местные водителя – это отдельная история. Было впечатление, что при сдаче на категорию прав на грузовик тут обязательно спрашивают историю Формулы-1. Обогнать на дороге или обогнать обгоняющего – тут это не проблема. И иногда нам приходилось выезжать на обочину, чтобы не создавать аварийную ситуацию. И такая дорога была все 4 часа до парка. For me? Baby, I don't need This baby. this baby. How much? For the baby. All mama community. All together. 4,000. 4,000. It's too much. How much? How much? I can give you 100 if you One. want. 2,000. 100. 3, 4, Ladies, 5, ladies. 6. I have 100. If you want, I can take it one for my daughter. Хотели, сколько они хотели? Что-то 4000 местных в оконцовке купили за 100. Это чуть меньше... Слушай, это меньше $1. Ну, вот так вот. Интересный бизнес. Hello. How are you, my friend? Fine, thank you. I must buy a ticket. Yeah, you must buy a ticket, Okay. but your guide is trying to misbehave. Приезжаешь самостоятельно в Масаи-Мара, здесь обязательно нужно приобрести билетик. Ну и, конечно, смущает эта стоимость $100 с человека. Вот такой вот прайс. Самый комфортабельный вариант размещения тут – это один из лоджий, расположенных непосредственно на территории Масаи-Мары. В один из таких заселились и мы. На территории нашего отеля можно увидеть бегемотов в их естественной среде. На это отведены определенные часы. А вот после наступления темноты перемещаться по территории таких отелей без охраны запрещено. Заселившись в отель, мы сразу отправились на вечернее сафари. Масаи-Мара – это уникальный приют для сохранения дикой природы, является главным местом для кенийского сафари в Восточной Африке, предлагая посетителям множество причин посетить этот рай для животных. Национальный заповедник расположен в Великой Рифтовой долине в Кении и в основном состоит из открытых лугов. Он граничит с национальным парком Серенгети, и вместе они принимают самое известное чудо Африки – ежегодную великую миграцию. Большое количество львов, гепардов, слонов, носорогов, африканских буйволов, гну, жирафов, зебр и многих других животных можно найти в парке в их естественной среде обитания, неограниченных и свободных, чтобы бродить по обширной кенийской дикой природе, простирающей на многие мили. Название Масаи-Мара было выбрано в честь народа Масаи. В заповеднике собрана великолепная коллекция диких животных, и вполне возможно увидеть не только большую пятерку, как часто широко упоминают, но и фактически большую девятку, в
включающую льва, леопарда, слона, носорога, буйвола и жирафа, зебру, гепарды и бегемота. В реках водятся бегемоты и крокодилы. Здесь обитает 452 вида животных, 53 из которых хищники. Заповедник представляет собой настоящее царство животных и, вероятно, лучшее место, где можно увидеть удивительную экосистему африканской дикой природы. По дороге нам встретилось и такое печальное явление, как пожар. Гид объяснил это тем, что сейчас сильнейшая засуха, и такое, к сожалению, происходит. Наше вечернее сафари длилось 4 часа, и за это время нам удалось увидеть вполне достаточное количество животных. И если сложить наши 2 сафари вместе, то нам точно удалось увидеть африканскую 5 и даже 9. Но знаете, что больше всего нам хотелось увидеть? Вот настоящего взрослого самца льва, именно такого, с гривой. И уже по пути в наш лодж, не ожидая увидеть особо больших зверей, мы встречаем царя зверей в неприглядном виде. Походу, он, знаете, тоже не ожидал гостей, так же, как и мы не ожидали его увидеть за таким занятным делом. Справив нужду, красавец отправился к своим львицам абсолютно спокойно и размеренно по основной дороге, и объезжающие машины его даже не волновали. Вот не зря, знаете, говорят, лев считается королем животных. Это чувствуется во всем, в его характере и даже поведении. Ну а мы, насмотревшись животных, уставшие и счастливые, отправились ночевать в наш отель, где нас неожиданно ждало целое представление. На следующий день утром мы выселились с отеля, позавтракали и решили прогуляться по территории отеля и заодно заглянуть к бегемотам. Этот лодж отличный, виды супер, пальмы, баобабы, цветы. Сделана деревянная дорожка по периметру для прогулок, беседка с баром и видом на пруд с бегемотами. Вокруг пасутся зебры, буйволы, антилопы, обезьяны разных пород постоянно делают набеги на территорию. Бегемоты – это, конечно, отдельная история, их просто огромное количество, и вокруг себя они создают очень интересный шум. Выселившись с отеля, мы поехали в гости к племенам Масаи, а по дороге нас мило провожали жирафы. Друзья, доброе утро! Как видите, мы уже снова в пути. У нас сегодня был опять ранний подъем. И мы с вами отправляемся в деревню Масаи. Посмотрим, как живут древние племена Масаи. Масаи – полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении, являются одним из самых известных племен Восточной Африки. Встречают гостей не своими традиционными танцами приветствия. Обязательный элемент танцев являются прыжки. Это акт демонстрации силы и мужества мужчин, а еще и способ привлечения будущих жен. Чем выше прыгун, тем больше шансов. В глаза бросается их яркая одежда, называется она шука, ткань красного или синего цвета в клетку или полоску. После танца вас приглашают в их поселение. Ну что, друзья, мы с вами находимся в деревне Масаи. И вот эти ребята, сегодня они просто демонстрируют всем туристам, как жили их древние предки раньше. Это самое популярное племя в Африке. И вы знаете, что их герб, щит и 2 копья даже находятся на флаге Кении. Ну что, Масаи! Живут племена Масаи в хижинах, расположенных по кругу. Их они строят из веток и тонких стволов деревьев. Сверху всю конструкцию покрывают смесью глины и навоза, которая быстро засыхает. Дома не отличаются прочностью, но хорошо защищают от жары, дождя и ветра. Имеют 1 или 2 комнаты. Вот как нам говорит сын главы Масаи, вот это сам сидит глава, сын главы Масаи, что самое главное занятие для женщин – это, ребята, строительство домов. Вот как выглядит дом. И мы видим, что сейчас женщины кроют крышу. Ну, кроют они смесью здесь глины. Скорее всего, что это по-любому кал коровы. И вот так вот выглядит непосредственно дом. Поэтому, женщины, не сидите просто так. Стройте дома, как делают это женщины Масаи. Вот так, ребята, в тесноте, да не в обиде. Видите, кто жалуется, у кого маленькие квартирки, вы посмотрите, как живут Масаи. Это кухонный шкафчик, в основном здесь лежат кружечки. Это непосредственно кухонная плита, не зависит ни от газа, ни от цвета. Просто от желания готовить. И непосредственно, ребята, детская кровать. Это детская комната. Вот так вот.
отдыхаешь, тепло, окошко и класс. Very nice. Nice, 2 bedroom there. Ah, the second bedroom over there. Okay, where is the restroom? Restroom outside. Outside. Forest. Forest is restroom. Shower? River. Okay. Кроме того, что женщины тут строят дома, они рожают и воспитывают детей, ведут хозяйство, готовят еду, убирают за скотом. В свободное время плетут красивые украшения из бисера, которые носят сами и продают вне деревни. А что же делают мужчины? Мужчины пасут скот, обеспечивают охрану и зарабатывают деньги. What we use to make fire. Ага. Special trees. The long stick in English is softwood from acacia tree. Окей. Вот так нам сейчас будут демонстрировать, как они добывают огонь. Хотя, честно, мне кажется, я не уверен, что они просто не покупают зажигалки, но понятно, туристам нужно показать. Возможно, действительно они так делают. Тут мне сказать сложно. Barbecue ready. Barbecue is ready, yeah? Yeah, barbecue. Very nice. Они всем продают сувениры, мечи и продают обязательно вот такой набор для добывания огня. Мечи мы приобретать не будем, потому что, хоть они говорят, здесь штамп масайский, его признает весь мир, но я не уверен, что меня не остановят где-то в Европе и не спросят за этот меч. А за добывание огня я считаю, что оно не будет лишним, особенно в нашем сегодняшнем мире. Оставлю себе обязательно, надеюсь, никогда не воспользуюсь. Так, ну и, конечно же, под завершение самой деревни обязательно местное творчество. Кто фанат хендмея, вам сюда. Вот. Здесь предлагаются все ручные инструменты. Hello! Hello, children! Самое главное богатство племени Масаи – это, конечно же, детки, да? Это детки и также, ребята, и коровы. Но в отличие от их собратьев северного племени Мандари, которые любят умываться под коровой, эти же ребята просто любят коров, любят и даже позволяют себе их кушать. Поэтому богатым считается тот, у кого много коров и много деток, да? Ну, со вторым я точно согласен. У кого много деток, тот действительно богат. С коровами я бы поспорил. Племена Масаи максимально пытаются все сохранить, как было раньше, но прогресс неумолим. И даже в деревне Масаи местами это ощущается. И я уверена, с каждым годом сохранить свой первобытный строй им будет все сложнее. Так что если хотите прикоснуться к одному из самых популярных племен Африки, поспешите посетить Кению. Все, что нужно знать о кенийских дорогах. Это очень классное движение, особенно когда тебя пытается обогнать фура. Здесь просто мы едем со скоростью, Надюш, наверное, ну я не знаю, наверное 5 километров в час. Ну и фуры здесь летают. Добротно, молодцы. Озеро Найваша – пресноводное озеро, расположенное в часе езды от столицы Кении Найроби. Это одно из лучших мест для лодочных прогулок и наблюдения за птицами. На озере обитает около 400 видов птиц. Также в озере живут бегемоты, а на берегах пасутся жирафы, антилопы, зебры. По деревьям скачут экзотические обезьянки. Словом, здесь можно увидеть дикую природу Кении во всем ее великолепии. А чтобы познакомиться с ней поближе, можно остановиться в одном из отелей или кемпингов на берегу озера, что, собственно, мы и сделали, выбрав снова отель той сети, где мы останавливались ранее в Масаи-Мара. Вообще-то в Кении очень много озер. Конечно же, самое популярное – это огромное озеро Виктория, которое разделено между Танзанией, Угандой и непосредственно самой Кенией. Также знаменитое озеро здесь есть Туркана. И некоторые ученые поговаривают, что именно с того озера Туркана, которое до сих пор существует, началась вся жизнь в Африке. Поэтому, возможно, вся жизнь началась именно из Кении, возле озера Туркана. Мы же с вами находимся на озере Найвашана.
или Найвашана, ну, как правильно говорится ударение. Чем же знаменито это озеро? Ну, во-первых, это, конечно же, опять-таки парк, как и многие озера Кении. Также оно знаменито тем, что оно находится на высоте более 1800 метров. А еще оно знаменито тем, что до 50-х годов вот это озеро служило взлетно-посадочной полосой. Когда-то сюда приземлялись летающие корабли. Ну, что такое летающие корабли, я думаю, кто смотрел фильм «Авиатор», тот знает. И вот этот летающий корабль, он летал из Саутгемптона в ЮАР и делал здесь остановочку. В каждом отеле, который находится на этом озере, вы сможете встретить зебру, потому что здесь их просто очень много. И мы, сейчас они кушают, но мы обязательно вечером их поснимаем и вам их покажем. Отель из этой сети мы выбрали не зря. После насыщенных дней путешествия в Кении хотелось просто отдохнуть. Тут большая зеленая территория, как ранее я показывала, много животных, а именно большое количество зебр, которых мы наснимали точно на год вперед. Ну и самое главное, тут есть бассейн. Не забываем, что мы путешествуем всегда с детьми, и важно тоже им делать отдых. После активных дней отдых – это то, что всем было нужно. А на следующий день нас ждали новые приключения, полные неожиданностей и в неком роде даже разочарований. Но давайте обо всем по порядку. На следующий день у нас стоял выбор либо насладиться отдыхом еще немного в отеле, или все-таки поехать еще на одно сафари на озеро Накуру. Конечно, мы выбрали второй вариант. Озеро Накуру – национальный парк в Кении. Отличительной чертой данного парка является озеро. Оно щелочное, там много соды, поэтому в воде развивается особый фитопланктон, которым питаются фламинго. Кстати, фламинго является визитной карточкой заповедника. Здесь также вы можете увидеть множество уникальных и диких животных на воле. Среди них львы, слоны, жирафы, буйволы, гепарды, носороги, бабуины и многие другие. Также здесь обитает большое количество птиц, среди которых не только фламинго, но и пеликаны, орлы и многие другие. И все вроде бы шло у нас по плану, мы успели увидеть некоторых животных, белых носорогов и тех самых фламинго, как раздался звонок, который заставил нас внезапно прекратить наше увлекательное сафари. Так, ребята, у нас сегодня незапланированная часть поездки. Первое, это, конечно, трабл с Kenya Airways, которые сначала перенесли рейс на 6 часов, а в оконцовке за 10 часов до вылета они нам звонят и говорят: извините, рейс отменили. Других рейсов нету на Килиманджаро. Но мы нашли выход. Мы нашли водителя на танзанийских номерах и договорились с ним за небольшую плату, как за небольшую, за $400, чтобы вы понимали, билеты на самолет стоили приблизительно 600 на четверых. Так вот, за $400 мы договорились, что он нас завезет прямо в отель. И все бы отлично, если не одно но. Мы уже все договорились, мы уже приехали, погрузились, и я ему даю оплату $400, но его не устроили, что доллары 2006 года. Он пошел в обменник, стоим, ждем. Если доллары не примут, я не знаю, что будем делать дальше. Ну что, радости нет предела, денежку приняли, мы уже в машине, новый квест для нас, машина, наш водитель и детка мультик. Ну все, отправляемся в путь. Так, все, до встречи в Танзании. Уверена, многие из вас знают, что Кения граничит с Танзанией, а в Танзании находится самая высокая гора Африки – Килиманджаро, гора, которую вы по-любому видели в фильмах и мультиках. Мы решили посетить регион Аруша, с которого открывается великолепный вид на гору Килиманджаро, а заодно и рассказать вам историю про еще одно необычное племя. Отправившись на границу между Кенией и Танзанией, мы были уверены, что все наши проблемы позади, но впереди нас ждало новое приключение. Оказавшись на границе и предъявив паспорта вместе с визами, к слову, в Танзании виза – это именно настоящая виза, это не просто электронная регистрация, как в Кении. Ее можно делать онлайн, либо можно делать в аэропорту по прибытию. Стоимость $50 с человека. Так вот, продолжу. Отдав наши паспорта с визами, мы ожидали услышать «Welcome to Tanzania», но услышали вопрос, где ваши сертификаты вакцинации от желтой лихорадки. Мы прививку, естественно, заранее не делали и поняли, что это проблема для нас,
так как без нее попасть в Килиманджаро невозможно. Посовещавшись с нашими водителями и сотрудниками границы, мы поняли, что это не настолько обязательно, как они требуют. И, по сути, сотрудники, которые создали нам эту проблему, предложили ее решение. $50 человека, и нам вручили эти сертификаты о вакцинации. Но мы для себя решили, что сделаем обязательно прививку, но уже в более стерильном месте, и это точно будет не Танзания или Кения. Получив сертификаты о прививках и штампы в паспорте, мы отправились в наш отель в Танзании. Ну что, друзья, у нас на часах 11 ночи. Здесь вон наше семейство. Мы добрались, конечно, с приключениями. Но спасибо добрым кенийским людям, а также, конечно, танзанийской пограничной службе, не знаю, как правильно, службе сказать или полиции, которая очень хорошо берет взятки. И мы быстро добрались в отель. Посмотрим наш номер, наш Борик, наши чемоданы. Так, это ванная комната, есть бойлер, ну, есть, в принципе, все принадлежности. Отель не дешевый, конечно, как для Африки и для Танзании. Номер здесь стоит $220 в сутки, но, честно говоря, так с виду и не скажешь. На следующий день в Танзании у нас в планах было посетить деревню знаменитого племени Чага, а также увидеть гору Килиманджаро. Поэтому специально на один день мы решили арендовать авто. Мы здесь заказали с доставкой в отель, и вот видим тоже, конечно, очень много повреждений, но самое главное, что еще захотели депозит за машину, еще сумасшедший, $500. Сторговались мы за 200, но обязательно, если вы платите депозит, требуйте, вот как я потребовал сейчас, чтобы они оформили бланк со всеми замечаниями. Вот так вот выглядит этот бланк, где он прописан замечания. Потому что они говорят, а мы и так это знаем. Ну, знают, а потом скажут завтра, что это сделали вы. Друзья, мы сейчас находимся на танзанийском рыночке. И первое, что мы делаем, это приобретаем сим-карту. Вот такие вот милые люди помогают нам сделать, потому что кенийский здесь интернет не работает, украинский не работает, польский не работает, и Аэрала почему-то тоже не работает. Поэтому, ну, возможно, нам не повезло. Поэтому мы решили взять местную симочку, тем более стоит она недорого. 2 гигабайта, 3000 танзанийских шиллингов. Это, чтобы вы понимали, это чуть больше доллара. $1 2600 шиллингов на сегодня. Поэтому, грубо говоря, $1,5 сим-карта на 2 гигабайта. Я решил посмотреть, что предлагает местный рынок на продажу телефонов. Какой у нас здесь ассортимент. Вы знаете, я такие телефоны даже не знаю. Может, кто-то видел такие телефоны? Ну, подскажите, что это за аппарат. Здесь у нас прилавок, видно, для нуждающих. Вот кому нужно, подходите, выбираете себе чехольчик. Пожалуйста, вот вам чехольчик. Здесь, кому нужно, можно почистить, я так понимаю, обувь. А тут можно выбрать себе шлепанцы, кто хочет новенькие. Настройка занимает чуть больше времени, я решил прогуляться. Тем более по местным, местные очень приятные. Hello, guys. How do you do? What is your name? My name is Victor. Roman. We are from Ukraine. Ukraine. No. It's not. It's Ukraine, guys. It's Tanzania, Kenya. Yeah. Thank you. Местная девушка варит что-нибудь вкусное. What do you cooking? It's rice. Oh, very nice. This is rice. And this is for lunch, yeah? What do you like eat? Rice, meat? Vegetable, rice, meat. Very nice. Ну, еда правильная, молодцы. Вот так вот готовят, работают и все. Нам
сказали, что карточка готова, поэтому общение с местными мы завершаем и забираем наш телефон. Друзья, мы прибыли в танзанийскую деревню Марангу, чтобы посмотреть, как жили местные. Сразу хочу сказать, что танзанийцы по жизни, по поведению отличаются от кенийцев, более добрее, более веселее, ну и более беднее. Ну, давайте посмотрим, как они жили. На нижних склонах Килиманджаро живет народ чага. Живут они тут как минимум с 15 века. Чага известны умением выращивать бананы и кофе. Из бананов чага варит пиво, а кофе экспортируется в другие страны. Представители чага выносливые и трудолюбивые. Они славятся не только сельским хозяйством, но и выполнением сложной работы во время восхождений на Килиманджаро. Масали. Так чага называют красивое кустарниковое растение с глянцево-зелеными листьями. Оно считается священным. Масали растет на территории каждого участка рядом с домом. Это вечно зеленый кустарник драцена душистая. Он символизирует благополучие и процветание. Его высаживают во дворах, чтобы отпугнуть от семьи злых духов. А еще у чага есть необычная традиция. Если соседи или члены семьи ссорятся, то им нужно как можно скорее помириться, иначе обида и злость навлекут болезни и различные несчастья. Самая простая версия ритуала – человек отрывает лист масали, сворачивает его в узел и так приносит тому, кого обидел. Можно ничего не говорить, по традиции все знают, что это ритуал прощения. Не простить принесшего лист масали нельзя. Теперь зайдем непосредственно в сам домик. И вот наш, вот так, опа. Oh, very nice. So they live together with their animals. For them it's zero grazing. Ага. It's according to their areas, the humidity. Вот так непосредственно выглядела кроватка для местных. Это была кроватка для отца, для главы семейства. Он всегда спал у входа, был охранником. Здесь непосредственно спала мать с детками. И обязательно, конечно же, животные всегда находились вместе с семьей в этом одном поселении. А это было обязательное условие. И одно из моментов, которые могут все задаться вопросом, как же они здесь размножались, когда они жили с детками. А очень просто. Он, как местно нам показывает, если отец хотел позвать, he must doing over there, yeah? Вот так. Это когда отец хотел уединиться с мамой, он делал так. Very nice. И он уединялся, и жена обязательно должна была к нему прийти. А здесь у нас это национальные сосуды. Вот этот маленький для водички и большой непосредственно для местных напитков, которые также делали из бананов. Здесь же у нас встречается и костерчик, который был постоянно поддерживался. И сразу же вот здесь на месте готовилось и мясо, и другие продукты. Yeah, I remember what you tell me. I just only repeat for... Oh, yeah. Yeah, kitchen storage. They cook with the pot, and this is a plate in the boil. This is how they put the food in. It's made from the wood. Calabash also for the milk of the cow. Okay. Fresh milk they keep inside. A few days become like yogurt. Oh, alcoholica? No? Yogurt. Йогурт. Oh, yeah, I understand. Да. Пару дней и становился йогуртом. Yeah. Very nice. Yeah. And that is the chair they used to sit. Over there is where they sit. They make the traditional chair and they sit there. Вот тут местные садились, да, такое вот лобное место. Very nice. Так, сейчас мы отправляемся в подземелье. Смотреть, как жили местные. Находились. Находились и жили также под землей.
К концу XIX века насчитывалось под 40 королевств Чага, живущих на склонах Килиманджаро. У каждого был свой король Манги. Много лет назад у Чага были разборки с воинственными племенами Масаи, и в некоторых деревнях даже сохранились подземные лабиринты, где Чага прятались, когда приходил враг. По некоторым ходам можно проползти и сегодня. Есть комнаты, где может спрятаться достаточное количество людей. Лабиринты копались под всей деревней и вели в лес и к реке, чтобы можно было уйти из-под носа у врагов. Сейчас тут только летучие мыши. Конечно, сейчас подземельями не пользуются, они содержатся в хорошем состоянии именно для туристов. Честно сказать, я не страдаю клаустрофобией, но, ребята, она цепанула даже меня. На самом деле тяжело вот так вот жить без света, но так жили местные. Вот здесь под низом огромное количество туннелей, что-то напоминающее одесские катакомбы. Прятались, жили, существовали. И, ну, такое, минутная паника была даже у меня. Жизнь так себе. Ну, а что сделаешь? Когда они воевали, им приходилось там жить и прятаться. Ну и самое главное, что они всегда брали с собой животных. Под впечатлением от увиденного мы отправились дальше, хотели поснимать дроном заветную гору Килиманджаро, но по дороге нас ждал очередной сюрприз. Okay. Drive license. But he drive very slow. That's why. I think I can't. So, too serious, yeah? Любезная танзанийская полиция остановила. Значит, когда автобус выезжает тебе лоб в лоб навстречу, это нормально. Это не нарушение. Но когда ты обогнал тук-тук, потому что он ехал 20 километров, это является нарушением. Идем оплачивать танзанийский штраф. Идем оплачивать. Полиция нас отпустила, потому что они принимают только местные карточки. Кэшем рассчитаться тоже нельзя, карточками тоже нельзя, только местным банком. И нас отпустили, сказали, больше так, пожалуйста, не нарушайте. И мы обязуемся не нарушать. Килиманджаро – высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента. Изначально вершине дали имя Кайзера Вильгельма. Это случилось в 1902 году. Все потому, что Танзания была до Первой мировой войны колонией Германии. Спустя 16 лет его переименовали, присвоив более уместное для этих мест имя. Самым распространенным в Африке языком считается суахили. На нем словосочетание Килиманджаро означает «сверкающая гора» или «белая вершина». Килиманджаро – настоящий гигант. Он является высочайшей вершиной Африки. Его высота достигает 5895 метров над уровнем моря. На снимке с космоса хорошо видно, что гора имеет овальную форму. На Килиманджаро 5 основных климатических зон. Это спящий вулкан. Последнее извержение Кипа произошло 360 тысяч лет назад. Самому старшему покорителю Килиманджаро было 89 лет, а самому юному 6 лет. Ежегодно 30 тысяч человек пытаются подняться на Килиманджаро. На этой прекрасной ноте наш выпуск подходит к концу. Это была интересная, насыщенная неделя приключений в Африке. Такое путешествие останется в памяти навсегда. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилось видео. Друзья, до новых встреч в наших следующих выпусках.